Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Вообще, начинаю снимать видео как-то спонтанно. Я сейчас занимаюсь тут всякими домашними делами. Просто поймала себя на мысли, что захотелось пораскрашивать. Зашла в комнату с кухни и как-то к полке с раскрасками подошла и думаю, хочу пораскрашивать. И хочу даже, что редкость, пораскрашивать по номерам, фломастерами. Более того, я уже на февраль сняла влоги, и вполне вероятно, что данное видео выйдет в марте. А если я раскрашу иллюстрацию, я ее, конечно же, покажу в итогах месяца. Но вот этот промежуточный какой-то возможный итог, а может быть просто вот эту раскраску, я не знаю, каким будет следующий фрагмент, то вы уже увидите в марте. Ну, как бы как есть. Как-то я начала иллюстрацию на странице 29 и не закончила, поняла, что абсолютно не хочу. Ну, а сейчас сначала начала выбирать, потом увидела эту иллюстрацию, думаю, ну, значит, надо ее просто закончить. Вот эта иллюстрация, 29-я. Какой-то промежуточный итог я, конечно, сегодня покажу, потому что сейчас 15:33, и я решила, что, ну, дам себе немножко отдохнуть до 16:00. А потом буду продолжать дальше дела делать. Ну, и, соответственно, сделаю включение. Полчаса истекли. Я сделала зеленым и таким оливковым. Собственно, сразу не смогла подобрать цвет. Потом вспомнила. Ну, я Кариока Джо и Биг использовала. Ну, потом от марки «Каждый день» ашановской черный немножко доделала. Ну, тут тоже цвета отличаются. Ну и ладно. В любом случае лучше доделать, чем, сами понимаете, вот это вот будет. Полчаса истекли. Я сделала зеленым и таким оливковым. Собственно, сразу не смогла подобрать цвет. Потом вспомнила. Ну, я Кариока Джо и Биг использовала. Ну, потом от марки «Каждый день» ашановской черный немножко доделала. Ну, тут тоже цвета отличаются. Ну и ладно. В любом случае лучше доделать, чем, сами понимаете, вот это вот будет. С момента съемки предыдущего кадра прошло довольно прилично по времени. Сейчас я решила прибраться в своем творческом уголке, протереть пыль. Ничего такого прям основательного, но пыль нужно протереть, убрать зимний декор. По сути дела, я и в феврале ничего такого с сердечками тут не ставила, не было времени. Настроение было по понятным причинам и так праздничное. Ну а поскольку я тут ничего не снимала, то и декор вроде как не требовался. Так что сейчас все зимние украшения уберу. Насчет весеннего декора пока не знаю. Во влоге кое-что покажу в обычном, но это не касается творческого уголка. Здесь календарь от Дарьи Дарси, который мне Оксана дарила. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Как раз перелистнула на март. В общем, как-то так. Продолжаю снимать свой хобби-влог. Вот этот рулон бумаги, конечно, очень удобный будет, потому что когда там потестировать какой-то карандаш или фломастер, очень удобно. Потестировала, оторвала и выкинула. Налила себе чай и сейчас, наверное, ну, если не сейчас, то сегодня начну раскрашивать вот в альбоме целительных аффирмаций, потому что одно время все здесь раскрашивали, ну не все, но многие, я в том числе. А потом как-то раскраска отошла на второй план,
периодически мне попадается, думаю, надо бы пораскрашивать. А сейчас уже и про нее многие вспомнили. Ну и я тоже вот наконец-то ее извлекла с полки. Вот когда-то раскрасила карандашами вот эту мандалу. Ну, тогда можно к ней вот в пару эту страничку раскрасить. Ну и может быть потом тоже как-то дело пойдет, потому что раскраска хорошая. Но вот здесь я использовала карандаши, мне даже кажется, наверное, Мэджики. А здесь я даже не знаю. В принципе, бумага не самая лучшая. Фломастеры, наверное, протекают здесь, насколько я помню. Ну, не все, но так или иначе. Вот думаю. В принципе, мне бы хотелось пораскрашивать фломастерами. Я как-то уже отошла от этого и сейчас чувствую, что ну, можно было бы. В общем, у меня будет в процессе вот эта вот страничка. Не знаю, буду я в этом влоге раскрашивать или не буду. А сейчас я займусь тем, что потестирую какие-то очередные фломастеры, маркеры и выброшу то, что закончилось. Вот здесь у меня хранятся маркеры из Fix Price. Они мне, конечно, очень понравились своим оформлением. Плоские, очень приятные на ощупь и вообще красивые. Ну вот сейчас буду тестировать. Насколько я помню, они там стали заканчиваться. Ну вот он вообще не пишет полностью. Я не буду его заправлять. Объясню почему. Ну, во-первых, время дороже. А во-вторых, если бы я там, ну не знаю, я ими вообще мало раскрашивала, они просто засохли. Смысла я не вижу. Обидно, конечно. Какими-то я даже не успела воспользоваться. Ну вот этот тоже уже не пишет. Не, ну можно было бы, конечно, попробовать, но я не знаю, что это даст. Вот это вот тоже уже не пишет. Желтый едва-едва. Не, ну можно, конечно, для прикола заправить. Честно, я расстроена, мягко говоря. Я попробовала все-таки заправить маркеры. Начала вот с этого желтого и вот сюда вот шприцом, так скажем. Ну, посмотрим, что будет. Не знаю. В принципе, вот получается, что пишет. Но вопрос в том, насколько это надолго. В теории я их с радостью бы оставила, конечно. Но вот этот совсем уже не пишет. Можно еще попробовать заправить. Ну, допустим, те два, окей, пусть остаются. Сейчас этот в сторону. Пусть пока стоит. Давайте посмотрим. Просто у меня уже, я текстовыделителями этими пользуюсь как бы это постоянно. Но расходуются они у меня медленно. Так, давайте, я что-то сразу начала повторно. Ну, правильно. Ничего не помогает. Заправляем еще раз. Ну, допустим. Допустим, 3 оставляю, те посмотрю. Так, ну и теперь пройдусь по
фломастером. С момента съемки видео вот про выбрасывание фломастеров прошло некоторое время, я, честно, уже не помню, какие. И вот, ну, вот здесь вот, сейчас покажу, вот это я точно тестировала, а вот здесь, ну, может быть, оранжевые, но и то не помню. Ладно. Я еще мятные, помню, тестировала. Так, ну что ж, с этим все в порядке. Так, это у меня Артбери. Дальше. Вот, это Muppet Jungle тоже. Все с ним в порядке. Тут у меня Кариока Джой. Еще один Muppet Jungle. Более нежный оттенок, но он не пишет. Я выбрасываю. Жаль, конечно. Это, ну, что-то из магазина Фамилия, но с ним все в порядке. Он довольно мягкий. И, по-моему, этот из Фамилии или откуда-то. Не пишет. Вот еще из Фамилии. Тоже не пишет. Высох. А пользовалась я ими, можно сказать, не пользовалась. Этот тоже из Фамилии, не помню, какая марка. Это Ашан. Каждый день. Супер. Пишет. И этот пишет. Причем даже немножко они отличаются по цвету. Muppet Jungle. Ну, еще послужит. Его даже можно вот здесь вот подкрутить. Вот эта часть. С этим все в порядке из Ашана. Ну, этот уже не пишет. Икея. Красивый цвет. Пока еще нормально. Ну, это тоже Ашан. У меня здесь очень много, как вы знаете, ашановских фломастеров. И вот они все пишут. А многие лет по 6 лежат. Значит, Muppet Ocean. Тоже с ним все в порядке. Хотя я больше всего Muppet Jungle люблю, так как они более мягкие, они не толстые, не тонкие. Вот, а Ocean тонковатый. Ну, к сожалению, этот уже все. Это, наверное, фикс прайс может быть. Ашан. Отлично просто. Настолько мягкие. Так, это Биг. О, и цвет красивый, и мягкий. Дальше Икея. Тоже все отлично. Ашан. У меня просто я одно время прям много наборов покупала. Это Muppet Jungle. Ну, не пишет. Биг. Это я поштучно в Ашане приобретала. Это из Фамилии, не пишет, к сожалению. Так, Ашан. Ну, ашановские почти всегда. И их надолго хватает, и лежат они долго. Бывают, безусловно, случаи. А вот это Ашан уже, которые протекают. Такие наборы большие, 36, 50 цветов. Ну, в принципе, он еще может послужить. Это мои любимые Штабила Power. Но я ими пользовалась много, и вот уже закончился. Им очень много лет. Прям очень-очень. Я еще тогда, помню, покупала эти наборы, а сама снимала-то про косметику. Хотя у меня были розыгрыши, в том числе и раскрасок, помнится. И там я разыгрывала этот набор. Вот. Ну, смотрите. Вот оно качество дешевых фломастеров из Ашана. Они протекают. Если и протекают, то крайне умеренно, но в основном не протекают. Это Фамилия. Вот, пожалуйста, Ашан. Это Биг. Тоже хорошо. Так, еще Ашан.
Это из Fix Price, наверное. Я не знаю, не помню. Нет, уже все. И еще один Ашан. Ну, вот этот вот подсох, поэтому можно выбросить. Так что, в принципе, из розовых таких вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 фломастеров идут на выброс, а все остальные в порядке. И сейчас давайте попробуем все-таки вот эти. Что с ними? Ну, допустим, я вот постараюсь ими в ближайшее время попользоваться. Ну, в принципе, я вот вижу, что, к сожалению, ну, не будет служить так, что на выброс. Да нет, надо просто хорошо сейчас потестировать и все. И вот можно понять, что некоторые, к сожалению, никак. Нет, вот этот можно. Давайте я его оставлю. И здесь еще раз пройдусь. Мне очень хочется желтые оставить. Но я думаю, что все равно это недолго. То есть еще один раз я их не буду заправлять. Это прям 100%, потому что, ну, у меня когда-то был опыт, когда я пыталась заправлять для интереса. И я для себя поняла, что как бы вот бывают такие случаи, когда уже ничего не сделаешь. Ну, а если удалось заправить, ну, все равно это один разок. Вот это можно, кстати, спокойно теперь оторвать и все. Ну, можно, конечно, с обратной стороны потестировать. Ну, как-то так. И я сейчас пользуюсь вот таким вот маркером, текстовыделителем. В Ашане поштучно приобретала, все-таки хорошие. Но с зеленым там какой-то косяк был, и он у меня уже не пишет. А оранжевый просто на грани. Кстати, можно, наверное, и его попробовать. Ой, заправить. Что будет? Я никогда не заправляла. Так, где у меня? Но я думаю, что вряд ли. Так как вот этот реально используется очень давно. И постоянно. Ну, пусть пока полежит. Там посмотрим. Я, наверное, пройдусь еще по каким-нибудь этим самым фломастерам. Хочется тут уже разобраться. Достала еще вот эти фломастеры. Таких оттенков у меня немного. В общем, из всей этой кучки я выбрасываю только один. А все остальное прям такое свеженькое. Ну, вот этот вот реанимировать тоже не удалось, поэтому, к сожалению, выбрасываю. К этим маркерам, текстовыделителям я сейчас добавлю еще симпатичные. Что-то этих маркеров прям в зоне доступности я не обнаружила, поэтому чуть позже. Пока эти доиспользую. А вообще надо в ближайшее время, конечно, будет, скорее всего, снять коллекцию всякой канцелярии, потому что раскраски я снимала, а вот канцелярию нет. Поэтому будет неплохо все это дело отснять, а заодно разобраться, по другим контейнерам все это разложить. Сейчас приступила к раскрашиванию. Я взяла вот фломастер Muppet Jungle. Мне очень этот цвет нравится. Я его, конечно, много использовала. И начинает как-то так засыхать. Я его заправила. Хотя, в принципе, эти фломастеры надо вот здесь подкручивать. Ну, вроде бы можно им еще пораскрашивать. Посмотрим. В принципе, можно и заменить. Это не страшно. Я сейчас как-то меньше стала на камеру раскрашивать, потому что я чувствую, что вот мне сейчас так комфортно. Я, поскольку долгое время снимала постоянно раскрашивание на камеру, я поняла, что мне хочется вот как-то для себя за кадром раскрашивать, получать действительно удовольствие, так как, например, получают удовольствие зрители, да,
когда вы, допустим, смотрите наши видео и под них раскрашиваете. Вот я поняла, что мне именно этого мне не хватает. Ну, у меня такое получается какое-то временное затишье. То есть не то, что мне что-то надоело, не то, чтобы мне там просто такая перезагрузка, по сути дела. Я что-то обдумываю, не что-то, а конкретные вещи, но я о них не буду, естественно, говорить. При этом канал не стоит на месте, он развивается, и я рада, как он развивается. Так что все идет по плану, по моему плану. Ну, а там посмотрим. Вот. Какие-то... Мне в данном случае, мне это то, что я сейчас не так часто раскрашиваю на камеру, мне так удобнее, потому что у меня освобождается время на какие-то тоже важные моменты в жизни. А когда я вот так за кадром, допустим, раскрашиваю не на камеру, то я могу многое обдумать. Во-первых, что-то посмотреть, чем-то вдохновиться, что-то обдумать в этот момент. Потому что вот прошедший год, он такой выдался, я уже рассказывала, что было много потерь, но были и приобретения, я не могу сильно как-то гневиться. Мне есть за что быть благодарной. Вот. Но был такой ритм, но он должен был быть таким. И сейчас надо как-то все это уравновесить. Но это по щелчку не делается. Все надо хорошо обдумать. Поэтому я немножечко изменила свой темп. Ну, это, знаете, для того, чтобы потом быть еще более продуктивной, я бы так сказала. Так, сейчас возьму какой-нибудь оранжевый. Вообще, сейчас я вот села раскрашивать и понимаю, что что-то я не хочу эту иллюстрацию красить, но я ее все равно раскрашу, потому что я ничего забрасывать не буду. Но, может быть, я еще пораскрашиваю какие-то мандалы. Потом снова возьмусь за Ханну Карлсон и прочие карандашные иллюстрации. Звездные войны, может быть, бы я хотела карандашами пораскрашивать. Но вот ну, вряд ли я сейчас столько осилю фломастерами или карандашами по номерам. У меня все-таки тяга есть именно к карандашному. Конечно же, Средиземье, так как мы с Оксаной каждый месяц по порядку раскрашиваем, надо начать, чтобы, ну, не знаю, у меня сейчас сильно настроения на Средиземье нет, именно поэтому я не смогу вот как бы сесть и махом, да, за вечер иллюстрацию эту раскрасить. Поэтому мне нужно будет начать ее в ближайшее время, чтобы она уже лежала в начатых, и в течение месяца уже можно было потихонечку ее доделывать. А так вот у меня, не знаю, настроение взять какую-нибудь одну раскраску карандашную и раскрашивать. С другой стороны, хочется что-то достать забытое, старое. Ну вот сегодня я с удовольствием снимаю для вас хобби-влог.
я поняла, что я соскучилась. И мне вот хочется вот так вот посидеть и даже немножко на камеру пораскрашивать. Ну и, конечно, я сейчас постараюсь, чтобы этот влог был подлинней, чтобы вы тоже могли так вот сесть, раскрашивать, что-то слушать, что-то смотреть. Буду периодически еще, да, какие-то, как я уже сказала, ну, фломастеры вот разбирать. Потому что вот, например, сейчас я желтый один взяла, смотрю, плохо пишет. То есть нужно как-то все это, чтобы такого не было. Я сейчас даже про цветовую какую-то гамму особо не думаю. Как есть, чего хочется, то и беру. Сейчас надо подкрутить. Сейчас разбиралась в оранжевых, в темно-оранжевых фломастерах. Вот это пойдет на выброс. Это фломастер из Ашана с блестками. Один штабила Power. Со вторым все в порядке. Ну, в общем, вот такое вот количество выбрасываю. Это все положу на место. Наконец-то дошли руки разобраться вот здесь. У меня были маркеры, здесь мазали, здесь, ну, аналогичные, какие-то с другим названием. В общем, я все проверила, все пишут, и вот теперь они хранятся в одном отделении, это удобнее, и здесь ничего не провисает. А здесь остались у меня маркеры других марок, и сверху я Шарпи разложила, потому что они у меня были там, и я сказала, что это временно, но временно растянулось надолго, поэтому вот как-то так. Нужно будет еще проверить вот эти, там еще проверить, но это я не в этом видео, но мне так уже гораздо больше нравится. Эти фломастеры сейчас пойду выбрасывать. Ну, а это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 рыжие 3 Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Всем пока-пока.